Приветствую вас на канале Рукоделки-поседелки. И сегодня мы продолжим с вами вязание вот такой овечки Зефирки. Это вторая часть мастер-класса, где мы свяжем с вами тело, тапочки и также пришьем ножки. Давайте вам покажу ее поближе. Вот такую овечку Зефирку мы продолжим с вами сейчас вязать. Ну что, давайте начнем. Начнем мы вязать тело овечки. Как обычно, начинаем с кольца амигуруми и вяжем 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Кольцо стягиваем хорошенько и делаем соединительный столбик. Так, первый ряд у нас с вами готов. Второй ряд мы вяжем с вами 6 прибавок подряд. И мы с вами вяжем эти прибавки и последующие столбики не за 2 доли петли, а за заднюю долю петли. Дальше все тело овечки мы будем вязать за заднюю долю петли. И вяжем с вами 6 прибавок подряд. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и вот у нас последняя, шестая за полупетлю, заднюю стенку. Второй ряд готов. Здесь я предлагаю вам взять маркер. У меня будет вот такой яркий, голубенький. Третий ряд мы с вами вяжем столбик без накида, прибавка. Так повторим с вами 6 раз. Столбик без накида, прибавка. Маркер я здесь оставлю, просто чтобы было видно. Следующий, четвертый ряд мы с вами вяжем столбик без накида. Дальше делаем прибавку. И схема такая: 2 столбика, прибавка. Так повторяем 5 раз. И еще 4 раза. И вот мы с вами провязали 5-й раз. 2 столбика без накида, прибавка. И у нас с вами остается 1 столбик. Сюда мы вяжем 1 петля, сюда мы вяжем 1 столбик. Итак, 4-й ряд мы с вами закончили. 5-й ряд будем вязать по такой схеме: 3 столбика, прибавка. Так повторим 6 раз. 3 столбика, прибавка. Вяжем так до конца ряда. Мы закончили с вами 5-й ряд. В 5-м ряду у нас должно получиться 30 столбиков без накида. И смотрите, хочу обратить ваше внимание. Видите, у нас получается такая как улиточка из косичек. Вот как раз за нее мы потом будем делать шерстку нашей овечки-зефирки. Но это в будущем. А сейчас давайте продолжим. 6-й ряд. Вяжем 2 столбика без накида. Затем делаем 1 прибавку. Дальше у нас с вами 4 столбика. Первый, второй,
третий, четвертый и делаем прибавку. И эту же схему мы повторяем еще 4 раза. 4 столбика без накида, прибавка. Вяжем так до конца ряда. Давайте я сделаю это в ускоренном режиме. И встретимся с вами в конце ряда. И вот наша последняя, 5-я прибавка. И тут у нас с вами остается 2 петли, в которые мы провязываем 2 столбика без накида. И так закончился наш 6-й ряд. Давайте вот так положу маркер. Во-первых, чтобы он мне не мешал и тоже было видно, где будет начало. 7-й ряд. Вяжем 5 столбиков, прибавка. Так повторяем 6 раз. Давайте я это сделаю в ускоренном режиме, и мы с вами уже увидимся в конце 7-го ряда. Напомню, вяжем по схеме 5 столбиков без накида, прибавка. И последняя прибавка. И в 7-м ряду у нас с вами должно получиться 42 столбика без накида. Начинаем 8-й ряд. Вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. А дальше мы делаем одну прибавку. И вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И здесь мы с вами делаем одну прибавку. И эту схему мы повторяем с вами. 6 столбиков без накида, прибавка. Еще 4 раза. Давайте я это сделаю в ускоренном режиме. И мы с вами увидимся в конце ряда. И вот наша последняя прибавка. Остается у нас с вами до конца ряда 3 петли. Вот они, из которых мы провязываем 3 столбика. 1, 2 и 3. Так, тут мы с вами переносим наш маркер. Вот так положим его. Смотрите, у нас с вами получилось в 8-м ряду 48 столбиков без накида. И дальше с 9-го ряда по 17-й, то есть 9 рядов подряд, мы с вами просто вяжем по кругу за заднюю стенку петли. Давайте я сделаю это за кадром, и мы с вами уже увидимся на 18 ряду. Там мы с вами начнем делать уже убавки. А пока провяжем эти 9 рядов по 48 столбиков без накида. Итак, мы провязали с вами за кадром 9 рядов. Давайте проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И дальше мы будем с вами вязать убавки. Поэтому давайте перенесем маркер. Можно вот так тоже положить будет. И убавки мы будем делать, получается, что в зеркальном отображении. 18 ряд мы вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Дальше мы вяжем убавку. Вот так будем вязать убавки. И теперь вяжем 6 столбиков. 3, 4, 5 и 6. Делаем убавку. И так мы с вами повторим еще 4 раза.
6 столбиков, убавка. И встретимся давайте с вами уже в конце этого 18 ряда. И вот у нас с вами как раз остается 3 столбика, которые мы и провязываем. 3 петли, которые мы провязываем, 3 столбика. 18 ряд у нас закончен. 19 ряд мы с вами вяжем 5 столбиков, убавка. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Теперь делаем одну убавку. И так повторим еще 5 раз до конца ряда. Давайте это сделаю за кадром, и мы с вами уже увидимся на 20 ряду. Закончила 19 ряд. 20 ряд мы с вами начнем вязать с 2 столбиков. Первый столбик, второй. Дальше мы делаем одну убавку. И вяжем 4 столбика, убавка. Так повторим 5 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый. А теперь делаем убавку. И повторяем еще 4 раза. Давайте это сделаю в ускоренном режиме. Вот последняя наша убавка. Дальше у нас остается 2 петли, в которые мы провязываем 2 столбика. Первый и второй. 20 ряд у нас закончен. 21 ряд мы вяжем с вами 3 столбика без накида, убавку. Так повторяем с вами 6 раз. И давайте это сделаю за кадром. Мы с вами уже увидимся на 22 ряду. И захватите с собой холофайбер, потому что мы наполним с вами будущую нашу овечку. Так, ну вот я закончила. Теперь смотрите, было бы хорошо наполнить холофайбером, ну хотя бы наполовину, ну да, чтобы он нам не мешал вязать, потому что дальше у нас будет сужение, и как бы это будет сложно. Так что давайте я наполню. И потом продолжим с вами вязание. Ну вот, я наполнила холофайбером. И давайте теперь продолжим наше вязание. У нас с вами 22 ряд, и начнем мы его вязать со столбика без накида. Дальше мы делаем одну убавку. И вот дальше мы вяжем 2 столбика, убавка. Так повторяем 5 раз. 2 столбика, убавка. И давайте это сделаю в ускоренном режиме до конца ряда. И вот последняя убавка, и тут у нас с вами остается 2 столбика. Так, давайте перенесем маркер. У нас с вами осталось 2-3 ряда. Так, дальше у нас схема вязания столбик, убавка. Так повторим 6 раз. Столбик, убавка. Столбик. Убавка. Я уже наполню холофайбером, когда довяжу этот ряд.
Давайте наполню это холофайбером и сделаем с вами последний ряд. Так, я наполнила. И смотрите, получается, что у нас с вами заключительный 24 ряд. Мы вяжем 6 убавок подряд. Вяжем 6 убавок подряд. И потом просто стянем вязание. И еще 2 раза. Вот 5-й. И тут 6-й раз. Все. Тут мы с вами ниточку обрежем. Нам понадобится с вами иголка. Мы просто закрепляем ниточку. Надо будет стянуть. И как обычно стягиваем за полупетли, за передние. Вот и вот тут 6-я. Вот она 6-я. Стянем. И внутрь выведем. Рандомно, все равно куда. Все. Итак, заготовка для тела нашей с вами овечки готова. Теперь нам надо с вами связать шерстку. Давайте возьму овечку, вам покажу. Вот смотрите, моя овечка. И мы с вами будем вязать вот такие петельки. Вот видите? И начнем мы с вами. Я возьму эту ниточку уже. И давайте начнем отсюда. Это у нас с вами будет... Да. Нет, пусть это будет макушка. Начнем мы от где и закончили с вами. Это будет у нас с вами... Получается, ножки здесь крепиться. Я вам покажу принцип вязания. Все с вами провязывать не буду. Вяжем 8 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Теперь смотрите, мы вот подхватываем вот эти полупетли. Хвостик я просто буду провязывать. Делаем столбик без накида. И опять 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Снова здесь полупетлю подхватили. Делаем столбик без накида. И вяжем так по спирали. Так, сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вяжем так по спирали до, где-то 2/3. И тут я вам сейчас покажу, что же мы потом сделаем дальше, просто чтобы нам легче было вязать нашу овечку. Еще один момент. Сейчас я первый ряд с вами провяжу и покажу, потому что когда мы пройдем круг, там тоже один нюанс. Видите, в принципе, вяжется очень легко, просто. А еще можно это так увлеченно. Просто на камеру мне не очень удобно. Сейчас вот этот хвостик последний раз свяжу и не буду уже его трогать. Уберу. Он мне уже не понадобится. Можно вязать под какой-то фильм. Легко.
легко-легко. Сейчас довязываем до конца ряда. Так, смотрите, мы тут подходим. Получается, нам еще две петли провязать. Вот последняя сейчас будет. Вот мы с вами завершили круг. Но так как у нас вязание идет по спирали, видите? Мы просто будем с вами так по кругу вязать, по спиральке. Но мы будем вязать не в каждом ряду вот эти по 8 воздушных петель, а через ряд. Потому что если будем вязать в каждом ряду, будет некрасиво. Я когда создавала эту игрушку, я пробовала сначала так, и это было плохо. А вот когда вяжем через ряд, это красиво. То есть вот мы довязали с вами, и теперь просто отступаем один ряд, да, ну, вяжем 8 воздушных петель. Да. И теперь просто закрепляем их, получается, вот так, в следующем, через ряд. И продолжаем опять вязать по кругу. Давайте я половину так свяжу, и такие получаются, видите, штучки. Ничего страшного, что здесь не будет. Мы все равно здесь будем ввязывать ножки, и здесь будет все красиво. Давайте увидимся, когда я провяжу половину и покажу там вам еще один нюанс. И продолжим вязать нашу овечку-зефирку. Мы связали с вами морду. До половины сделали вот такую шерстку нашей будущей овечки. И теперь смотрите, чтобы нам не пришивать морду на, образно говоря, мех, мы с вами сейчас ее пришьем. И потом будем провязывать мех уже вот так до мордочки. Да? Поэтому я покажу вам, где мы ее будем пришивать. Смотрите, от центра макушки мы с вами отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5 ряд. Вот давайте поставим разметку таким образом. Вот видите, чтобы вот эта косичка осталась, здесь мы будем с вами пришивать еще мех. И уже прикрепляем голову. Смотрите, какой нюанс здесь я вам покажу. Вы можете ее сделать, ну, более как бы овальной, но я предлагаю вам сделать ее, растянуть. Как бы, смотрите, как треугольничком таким округлым, потому что здесь у нас с вами посадятся глаза, вот так будут, и здесь еще пришьются ушки. Все это мы с вами свяжем и потом пришьем. А пока вот так отмечаем голову, прикрепляем ее так примерно. И еще какой нюанс. Смотрите, я ее сейчас пришью, дойду до вот этого момента, а потом добавлю сюда холофайбер. Потому что у меня сейчас не очень набито, чтобы была плотненько набита. Здесь потом мы с вами еще немножечко сделаем ноздри. И вот такая у нас заготовочка для нашей овечки получается. Как я пришиваю, тут, так как тут будут петелечки у нас белые, поэтому сильно можно не переживать. Вот просто таким способом, захватывая с одной стороны и с другой стороны петельки. Вот так мы с вами пришиваем. Обычным способом. Это все не будет видно. Все равно это все
вот эти нюансы, их видно не будут. Единственный момент, вот здесь пришейте так, чтобы не захватить вот эту петельку, потому что, ну, здесь было бы хорошо, чтобы был мех нашей овечки. Вот так он будет сюда заходить. И чуть-чуть вот так. И прошиваем так, пришиваем мордашку. Вот я сейчас пришью эту мордашку и потом продолжу вывязывать сам мех моей овечки. Так что давайте уже увидимся, когда я этот мех полностью привяжу. Угу. А теперь нам нужно с вами связать обувочку. Ну, видите, вяжется очень легко и просто. Делаем точно такое же донышко, как мы вязали с вами ножку. Ну, давайте я все равно вам это все напишу и покажу. Берем розовую ниточку и начинаем 5 воздушных петель. И смотрите, первая, вторая, в третью петлю мы делаем прибавку. Дальше столбик 1. И в последнюю петлю делаем 3 столбика в одну петлю. Дальше 1 столбик. И вот сюда мы провязываем еще 1 столбик. Закончили. Маркер. И теперь, смотрите, получается, что в первую петлю мы с вами делаем прибавку. Дальше 3 столбика. Первый, второй, третий. Снова прибавка. И 3. Первый, второй, третий. Маркер переносим. Дальше у нас с вами третий ряд. Мы вяжем 2 прибавки. Первая прибавка. Вторая прибавка. Дальше мы вяжем 3 столбика. Первый, второй, третий. И снова 2 прибавки. Первая. И вот она вторая. И остается у нас с вами 3 столбика. Переносим маркер. Теперь мы вяжем 1 столбик. А дальше делаем 2 прибавки. Первая. Вторая. 5 столбиков. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Вяжем 2 прибавки. Первая. Вторая. И 4 столбика. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Теперь смотрите, мы сейчас с вами этот маркер убираем. Вяжем 3 столбика. Первый. Второй. Третий. Хотите, можете здесь поставить маркер. Он как бы перенесли маркер.
И теперь мы с вами свяжем 18 столбиков, ну, соединительных столбиков. Просто уплотним подошву. Вяжем первый, второй и так до конца. Не затягивайте. Последний, 18. Но это у нас с вами будет как бы лицо, а сюда будет крепиться ножка. Отрезаем. Отрезали. Маркер нам уже не понадобится. Смотрите, мы с вами эту ниточку выводим. Ну, просто чтобы красиво сейчас закрепить в иголочку. И теперь вот так как бы продеваем. Раз. И сюда же выводим. И еще раз. И выводим сюда внутрь просто. Если захотите, можно будет эту обувь посадить на клей, к ножке приклеить. Ну зачем, чтобы она снималась? Это же такой образ. Все, хвостики обрезаем, они нам не понадобятся, они у нас лишние. Так, готово. Подошва готова. Вот так она будет. Она, в принципе, и должна, видите, быть немножко больше. И нам осталось сделать шлеечку. Давайте свяжем шлеечку. Вяжем 12 воздушных петель. Воздушных петель. И дальше, вот тут уже со второй петли от крючка, мы вяжем 11 соединительных столбиков до конца ряда. Давайте это сделаю быстро. Закончили. Теперь мы делаем одну воздушную петлю подъема, разворачиваем наше вязание и провязываем тоже 11 соединительных столбиков. Но смотрите, мы захватываем верхнюю долю полупетли. И тоже вяжем так до конца ряда. Ну вот, шлевочка готова. Отрежьте подлиннее, ею мы будем пришивать к подошве эту шлевку. Смотрите. И вот наша с вами обувь, так сказать, да. И вот эту шлевочку мы с вами вот так пришиваем. Как я делала? Я брала босоножку, вот так примеряла, дальше мерила, затем прикалывала, все, сняла, а тут уже сравниваю. Смотрите, видите, немножко ушла в сторону, поэтому вот сюда на одну ближе. Все, вот так ровненько пришиваем и получаем вот такую обувь. Я вам предлагаю посадить на клей, приклеить. Ну, хотите, не хотите. Хотите, чтобы снималось, то не надо. И заканчиваем, пришиваем. И две ножки у нас будут готовы. И сейчас мы будем их
ввязывать, вшивать. Мы с вами закончили вязать ножки, и теперь нам надо их с вами пришить. Что для этого мы делаем? Смотрите, выбираем центр нашего шарика, скажем так, центр. И здесь, то есть где-то вот в этом районе должны быть. И смотрите, тоже здесь выбираем вот так. То есть от конца мордашки одна и от другого конца другая. Освобождаем здесь место. Ну, примерно, да, понимаем. Берем наши ножки, иголочки и примеряем. Так, одна. Вторая. И вот здесь должна быть эта нога. Ну-ка. Прикалываем сначала булавочками, а потом уже пришиваем. Вот. И теперь смотрите, визуально проверяем. Угу. Вот мне кажется, что эту ножку надо сюда ближе подвинуть. Видите, так уже становится видно, что эта ножка смещена. Значит, нам надо ее немножко поправить. Больше сместить в эту сторону. И мне надо ее еще набить. Мы пока только прикалываем. Может быть, придется, знаете, сделать вот так. Чтобы немного сместить, можно сделать. Оп. О, а вот это уже идеальный вариант, смотрите. Хорошо. И вот так пришиваем. А потом уже мы пришьем с вами ушки и глазки, потому что у нас глазки с ресничками, ну, чтобы не портить нашу красоту. Пришиваем ножки. Угу. Пошла это делать. И на этом вторая часть нашего мастер-класса по овечке и зефирке закончена. Если вы вяжете со мной, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий, все ли у вас получается, из какой ниточки вы вяжете эту зефирку. Ну и увидимся с вами в заключительной части, где мы уже полностью соберем игрушку и будем радоваться нашему творчеству. До новых встреч. Пока-пока.